Это момент пуска 3 ракет «Атакмс» по вражеским целям. О результатах на данный момент не сообщается, но точно можем сказать, что никто из хороших людей не пострадал. Также хотим сообщить о том, что Эстония в 2025 году начнет в Украине испытания своих зенитных ракет, разработанных для эффективного уничтожения дронов «Шахед» и «Герань». Зенитная ракета Марк-1, как уверяет компания-изготовитель, должна отлично справляться с вражескими ударными дронами. Это удар в спину. Так в России перегоняют пусковые установки ЗРК С-400. Рядом с ним следует автобус с включенными проблесковыми маячками и надписями «Дети», но детей в салоне нет. По-видимому, желтый школьный автобус может использоваться для перевозки расчетов зенитно-ракетных комплексов. Факт, который Женевская конвенция трактует как нарушение правил и обычаев ведения войны или даже военное преступление. Но когда это волновало кремлевских нацистов? Вы правы, никогда. Но это практически везде. Далеко не так. Далеко не так. Скорее все наоборот. В оккупированном россиянами городе Токмак патриотически настроенный дрон демилитаризовал АЗС, где оккупанты заправляли военную технику. Моментально превратились в прекрасный факел несколько резервуаров с бензином и дистопливом. 6 сотрудников МЧС пострадали от так называемого хлопка после повторного прилета доблестного дрона. Просто, видимо, подлетел там. Смотрите до конца. Я считаю, что это пойдет только на пользу. Силы обороны Украины продолжают чистить нашу прекрасную землю от российских оккупантов. Показана работа украинского боевого отряда под названием «Крыло до пекла». Мы видим, как утилизируются логистические цепочки врага. Тем самым осложняется боевое управление подразделениями рашистов. Смотрите до конца. Просто, видимо, подлетел там. Войны сил беспилотных систем ВСУ поразили российский комплекс противовоздушной обороны ТОР-М2 в Запорожской области. Дрон попал в установку на ходу. Сброшенный боеприпас попал в верхнюю поворотную часть установки, где расположены зенитные ракеты и радар. По идее, этот российский зенитный ракетный комплекс нуждается в ремонте и, по крайней мере, временно не будет выполнять свои функции в составе оккупационной армии. Не забывайте постоянно помогать нашим силам обороны. Силы обороны Украины продолжают чистить нашу прекрасную землю от двуногой кремлевской мерзости. Это российская система ТОС-1 «Солнце и Пьёк», которая используется теперь как ориентир на дороге. Она была утилизирована доблестными украинскими воинами. Потерь в вооруженных силах России нет. Также хотим сообщить и показать фото и видео, как украинские герои провели операцию, в результате которой минуснули взвод российской морской пехоты и их технику. А именно, 2 бронетранспортера 82А полностью пепел, а 1 такой поврежден.
Украинскими бойцами была возвращена данная ранее утраченная позиция. Президент Владимир Зеленский торжественно передал силам обороны первую партию новейших ракет-дронов с поэтическим названием «Пекло» с дальностью в 700 километров. Об этом сообщает издание «Укринформ». Украинский концерн «Укроборонпром» представил новый дальнобойный боеприпас «Пекло», классифицируемый разработчиками как ракетодрон. Его максимальная дальность полета составляет более 700 километров, а скорость полета благодаря реактивному двигателю может достигать 700 километров в час. Данный боевой и патриотически настроенный дрон уже прошел успешные испытания в боевых условиях. Другие характеристики новой разработки не раскрываются, учитывая ограничения безопасности. Однако участники мероприятия сообщили, что ее эффективность не уступает отдельным видам российских крылатых ракет при значительно меньшей стоимости. Это удар в спину. Позорно бегущие российские войска в Сирии во всем обвиняют сирийцев. Вот такая методичка расходится телеграм-каналами Z-патриотов. Во всем винить сирийцы. Россияне ноют, что асадовские войска делают быстро ноги, но забывают озвучить, как сами убегают не хуже сирийцев. Быстрее россияне бежали только в Харьковской области Украины. Итак, оппозиционные войска уже разворачиваются в Хомсе. Из Хомса русские переместили вертолеты К-52 и Ми-8 в Дамаск, аргументируя это тем, что там более выгодные позиции. Также оппозиционные силы продолжают захватывать все больше трофейного оружия. Великий бункерный стратег с протухшими орешками, обещавший Киев за 3 дня и обделался там, но зато героически за 3 дня смог сдать Алеппо. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $725 миллионов, содержащем боеприпасы для «Хаймарс» и противопехотные мины. Также Соединенные Штаты пришлют в Украину 3 разных типа систем дистанционной постановки противопехотных мин. Об этом сообщило американское издание New York Times. Это 155 мм артиллерийские снаряды под названием Area Denial Artillery Munition, переносные системы постановки смешанных минных полей МОПМС, а также система минирования «Волкана». В Пентагоне считают, что предоставление противопехотных мин силам обороны Украины является одним из самых эффективных шагов, чтобы замедлить российское наступление. Передача противопехотных мин была анонсирована в прошлом месяце. Путин не способен защитить Асада в Сирии, потому что Россия потеряла в Украине более 600 тысяч солдат. Об этом сообщил Дональд Трамп. Российская пропаганда очень любит цитировать Трампа в плане критических высказываний по Украине и по политике президента Байдена. Это происходит на всех российских ток-шоу, на всех каналах, поэтому интересно, будут ли российские медиа цитировать данное заявление и цифру российских потерь, которую озвучил Трамп. Ну а тем временем армия Асада берет пример с российских военных и начинает бежать еще быстрее. Более 2000 уже дезертировали в Ирак вместе со своей техникой. А те, кто не успел это сделать, начинают переодеваться в гражданку, как это делали в свое время российские военные, убегая из Херсона. Ну что тут скажешь, старый бункерный черт, который не смог взять Киев за 3 дня, зато за 3 дня сдал Алеппо, снова всех переиграл. Вот такая вот многоходовочка.